Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мы очень рады приветствовать вас в Казани. Но прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. Я еще раз хочу всех вас поприветствовать в Казани и рад, что вы приняли приглашение на нынешнее мероприятие в формате Outreach BRICS+. Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением и видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает Восток и Запад Евразийского континента. Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях. Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной. Конечно, обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично. Так, в прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму – $55,4 миллиарда. А по итогам января-августа нынешнего года этот показатель подрос еще на 6,2%. Накоплен солидный объем встречных инвестиций. Российские компании осуществляют крупные проекты в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкий бизнес весомо представлен у нас в машиностроении, металлургии, деревообработке. Причем наибольшая концентрация ваших инвестиций, ваших инвестпроектов сосредоточена как раз здесь, в Татарстане, где мы сегодня и находимся. Стратегически значимые связи налажены в сфере энергетики. Россия – надежный, проверенный временем поставщик в Турцию природного газа. В прошлом году по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» экспортировано 20,5 миллиардов кубических метров. Продолжается подготовка к реализации нашей с вами инициативы создания в Турции международного газового хаба. Уверен, что он существенно укрепит региональную энергобезопасность, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования. Флагманский совместный проект строительства первой турецкой АЭС «Аккую». Работы ведутся одновременно на всех 4 энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики. Как вы и говорили, господин президент, как вы ставили задачу перед строителями. Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область. В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан, что на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь-август текущего года более 4,5 миллионов человек. Рост опять 4,6%. По этому показателю Россия занимает в Турции первое место. Особо стоит отметить плотное взаимодействие по линии спасательных ведомств двух стран. Мы по вашей просьбе тоже принимали участие в тушении пожаров с помощью нашей авиации в республике. Конечно, обсудим и международную повестку, в том числе с учетом предстоящего завтра заседания лидеров стран БРИКС, приглашенных государств и организаций в формате Outreach BRICS+. Ваше участие в этом мероприятии, безусловно, отразит ту весомую роль, которую Турция играет в решении актуальных проблем современного мира. Наиболее острая тема сейчас – трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке.
принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам. А прочная политика дипломатического урегулирования арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной, утвержденной Советом Безопасности двугосударственной формулы. Как обычно, поговорим мы по региональным вопросам, имеющим особое значение для наших стран, сирийскому мирному процессу, нормализации ситуации в Закавказье и, конечно, готов проинформировать вас и о ситуации вокруг украинского кризиса. Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Sayın Başkan, Господин президент, мой дорогой друг, благодарю вас за приглашение для участия в расширенном формате саммита БРИКС. Для меня большое удовольствие встретиться вновь с вами вслед за нашей встречей после Астаны. Особенно хочу выразить благодарность вам за ваши слова соболезнования. У нас 4 погибших, 4 мученика, 14 раненых. Это коварное событие, коварный террористический акт. И желаю, чтобы Аллах упокоил душу наших мучеников. Ваш министр иностранных дел на прошлой неделе в пятницу был в Стамбуле в рамках платформы регионального сотрудничества 3+3. Ну, теперь за очень короткое время мы желаем увидеть вас также, господин президент, в нашей стране. ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar sürüyor.